Друзья, всем большой привет! Очень рада видеть вас у нас на канале. Сегодняшнее видео будет обо всем по чуть-чуть, и в самом начале хочу поделиться с вами рецептом Наполеона без выпечки, так как давно вам обещала. Для приготовления такого торта нам понадобится заварной крем, который мы сейчас с вами приготовим, и слоеные печенье ушки. У нас такое печенье продается в Costco в упаковках по 500 грамм, и на торт нам понадобится одна упаковка. Для заварного крема нам понадобятся яйца, сахар, крахмал, сливочное масло, сгущенка, экстракт ванили и молоко. Точное количество ингредиентов я оставлю в описании под этим видео. В небольшую кастрюлю добавляем яйца и сахар. Хорошо перемешиваем и добавляем крахмал. Дальше постепенно добавляем сгущенку и молоко. Ставим кастрюлю на небольшой огонь и непрерывно помешивая, доводим массу до загустения и первого пузырька кипения. Когда будете перемешивать, то старайтесь венчиком затрагивать дно. Как только заварной крем загустеет, то сразу снимаем кастрюлю с плиты, добавляем экстракт ванили и сливочное масло. Все хорошо перемешиваем до тех пор, пока масло полностью не растворится. Накрываем крем пищевой пленкой в контакт, так чтобы пленка легла на его поверхность, и оставляем до полного остывания. Когда крем остынет, начинаем собирать торт. Сначала я откладываю немного ушек, может быть штук 5-6, чтобы потом сделать из них крошку и обсыпать торт сверху, а все остальные печеньки разрезаю на две части. Потом беру плоскую тарелку и ставлю на нее кольцо от разъемной формы диаметром 22 см. На дно тарелки кладу пару ложек крема и сверху на крем плотно выкладываю печенье. При необходимости некоторые печенюшки я еще дополнительно разламываю, чтобы как можно плотнее заполнить форму печеньем. Дальше все повторяю. В итоге должно получиться 4 слоя печенья. Друзья, в этот торт я еще всегда добавляю измельченный грецкий орех. Просыпаю его между слоями, а также сверху на торт. Но в этот раз про орехи я просто забыла. Вспомнила уже тогда, когда торт стоял на столе. Поэтому, если вы любите орешки, то обязательно добавьте их в Наполеон. Убираем торт в холодильник на всю ночь, чтобы он хорошо пропитался. Утром при помощи скалки я измельчаю оставшееся печенье в крошку. Потом достаю торт из холодильника, аккуратно прохожу силиконовой лопаткой по внутренней части кольца, после чего разъемное кольцо снимаю. Поверхность и бока торта обсыпаю крошкой, а потом сверху еще украшаю ягодами и листиками мяты. Обязательно попробуйте приготовить такой Наполеон, и я очень надеюсь, что он вам понравится.
Друзья, ну а теперь у нас будет немного стройки. Накануне Нового года у Андрея были каникулы, и он решил сделать еще одну комнату на нижнем уровне дома. Я как-то делала рум-тур по нашему дому, и если вы нас уже какое-то время смотрите, то видели, что внизу у нас было такое открытое помещение, игровая комната детей. Тут у них есть большой встроенный шкаф с разными играми, развивашками, игрушками. Также у нас тут находится стиральная машина, сушка, ванная комната, прихожая и выход в гараж. И вот мы решили часть этого помещения отделить и добавить еще одну спальню, переселить в нее Матвея, а его комнату отдать младшим детям. Но потом наш средний сын Марк захотел, чтобы на нижнем уровне дома была его спальня, поэтому теперь это комната Марка. Каждый раз, когда Андрей дома что-то делает, младшие дети все время крутятся возле него. Он им постоянно что-то показывает, рассказывает, иногда дает что-нибудь собрать. Адриану нашему вообще всего один раз можно объяснить, и он всю мебель из Икеи может собрать самостоятельно. Небольшую, конечно, но какие-то выдвижные ящики или стол, например, может скрутить. До этого в доме у нас было 4 спальни, у каждого из старших детей была своя комната, а младшие мальчики спали в одной комнате с нами, так как были еще совсем малышами. Но в позапрошлом году встал вопрос о том, что их нужно отселять. Многие из вас знают, что наш дом был полностью перестроен моим мужем, и когда мы планировали комнаты, достраивали часть дома, то знали, что 4 спален нам хватит, так как на тот момент у нас было 4 детей, у 3 старших была своя комната, а Адриан был с нами, так как ему на то время было всего несколько месяцев. Но потом Адриан подрос, у нас еще родился Мартин, и со временем мы пришли к тому, что одной комнаты нам не хватает. Держи, это можно брать. Мои художники все рисуют, и папа тоже. Изначально, когда мы перестраивали этот дом, то знали, что рано или поздно будем его продавать, поэтому сильно свое внимание на количестве комнат не заостряли. Это был такой первый серьезный проект, в котором был задействован каркас дома. Старую часть мы перестраивали, новую достраивали, проходили кучу разных инспекций, получали разрешение на стройку и многое другое. До этого у нас был дом, который мы купили у застройщика, сделали в нем ремонт и продали. Потом то же самое сделали с одним таунхаусом, после чего уже купили этот участок со старым домом и ввязались в стройку. Изначально хотели старый дом сносить и строить новый, но потом решили, что все-таки будем перестраивать. Я уже об этом как-то рассказывала в наших видео про стройку, и все они есть у нас на канале, поэтому если вам интересно, то можете посмотреть. Дом перестраивали своими силами, у нас был определенный бюджет, не хотели влазить в кредиты, брать ипотеку, поэтому пытались как-то провернуть этот проект, исходя из своих возможностей и финансовых ресурсов. И сейчас, пока Андрей будет строить комнату, я поделюсь с вами немного нашими планами на 2025 год, а также расскажу вам о некоторых событиях из нашей жизни, о которых я никогда до этого не говорила. В общем, в 2023 году мы стали думать о продаже нашего дома. У нас были такие смешанные чувства. С одной стороны, мы все прилипли к этому месту. Я сейчас больше говорю даже не про дом, а про участок. Для меня это такой кусочек рая на земле. Я очень люблю нашу природу, лес, район, в котором мы живем, и всегда с грустью думаю о том, что нам когда-то придется отсюда уехать. Но с другой стороны, я понимаю, что нужно двигаться дальше, поэтому если на это будет воля Божья, то дом весной мы планируем выставлять на продажу. У нас есть еще кое-какие планы и проекты, которые хотелось бы осуществить. Может быть, даже переедем в другую провинцию, но пока это только наши мысли и желания. Моя бабушка мне всегда говорила, чтобы я писала свои планы простым карандашом, так как у Бога есть стирка, и Он может все мои планы менять. И я на самом деле очень рада, что у Бога есть такая стирка, так как не все планы могут быть для нас во благо. И часто мы можем принимать неправильные решения, но я верю, что если мы планируем, доверяем свою жизнь Богу, то Он обязательно откроет нам нужные двери и закроет ненужные. И вот как я уже и говорила, в 2023 году мы близко подошли к вопросу о продаже нашего дома и в конечном итоге выставили его на рынок недвижимости.
Может быть, вы помните, я показывала вам рум-тур, где все было идеально сложено, нигде ничего лишнего не лежало. Некоторые люди тогда догадались и мне писали, что дом похож на шоурум, и это действительно было так. Он должен был постоянно находиться в таком идеальном состоянии, так как в любой момент мог позвонить агент, и нам нужно было в течение короткого времени освободить дом для того, чтобы агент мог показать его клиенту. Обычно на сборы дают 2 часа, но мы просили нашего агента предупреждать нас заранее, так как все-таки 5 детей, 2 кота и 2 часа, конечно, нам было мало. Но дом всегда старались держать в идеальном состоянии, и это было непросто. Рынок недвижимости в то время полностью стоял, цены на дома были просто нереальными, процент на ипотеку за последние несколько лет вырос в 3 раза, и все люди ждали, что же будет дальше. Покупатели не торопились с покупкой дома, а продавцы не хотели скидывать цену. Многие ждали, что цены на дома немного снизятся, но этого так и не произошло. Несмотря на такое затишье, к нам все равно приезжали люди, и даже были реальные покупатели, которые приезжали по несколько раз, но до продажи дома дело так и не дошло. Были моменты, которые препятствовали сделке. Кто-то, например, не мог продать свой дом, одни покупатели вообще просили Андрея достроить еще часть дома и очень расстроились, когда он отказался. В общем, с одной стороны, все выглядело очень оптимистично, никто не пытался скинуть цену на дом, но с другой стороны, постоянно были какие-то препятствия, и мы поняли, что, похоже, сейчас не время, и нам нужно просто подождать. В какой-то момент мы сняли дом с продажи, Матвей тем временем получил лицензию риэлтора, и сейчас уже наш дом будет продавать он. Агентам в среднем нужно заплатить 5% от стоимости дома, 2,5% тому, кто дом продает, и 2,5% тому, кто приводит покупателя. Поэтому, конечно, гораздо приятнее эти деньги отдать своему собственному ребенку. На данный момент немного снизили процент на ипотеку и дальше продолжают снижать, поэтому сейчас рынок начинает потихоньку оживать. Посмотрим, что будет, но в любом случае я всегда буду держать вас в курсе событий, и если в этом году мы все-таки продадим свой дом, то я обязательно поделюсь с вами нашими дальнейшими планами. 5-ю спальню мы так или иначе решили сделать, чтобы у детей были свои комнаты, так как не знаем, сколько еще будем находиться в этом доме, а время идет, дети растут, поэтому хочется жить сегодня и не думать о том, что будет потом. После того, как Андрей закончил комнату, мы поехали в Икею, чтобы спроектировать и купить для Марка встроенный шкаф. Мне очень нравится, когда шкаф 2 цветов, каркас, например, белый, а все полки и выдвижные ящики деревянные. Но в Икее почему-то в последнее время очень сложно купить все, что тебе нужно. То одного нет, то другого. Иногда нужно ездить по разным магазинам, чтобы собрать все части. И это очень неудобно. В общем, у нас не получилось собрать двухцветный шкаф, взяли все белое, но Андрей сказал, что стену в шкафу покрасит в темный цвет и не будет ставить спинки, чтобы немного разбавить полностью белый шкаф.
Ну и уже после того, как Андрей собрал все шкафы, прикрутил все полки, мне осталось перенести вещи Марка из старой комнаты в новую и разложить все по местам. Друзья, если вы думаете, что у нас всегда все идеально сложено в шкафах, то это, конечно же, не так. Да, бывает, что я навожу у детей в шкафу порядок, особенно если нужно перебрать вещи и убрать все, что им мало, но, как правило, дети сами следят за своими комнатами и порядком. Конечно, я периодически им говорю, чтобы они аккуратно все сложили, но вы сами понимаете, как дети обычно складывают свои вещи. И на самом деле это не так важно, главное, что они стараются и таким образом учатся за собой убирать. Я вам уже как-то рассказывала, что люблю минимализм и без проблем расстаюсь с вещами, которыми не пользуюсь. Я знаю, что в доме, в котором у каждой вещи есть свое место, очень легко поддерживать порядок и научить этому детей. Помню, когда наш старший сын пошел в школу, это еще был подготовительный класс, что-то типа детского сада. У них там бывали дни, когда родители могли прийти и со стороны понаблюдать, как проходят занятия. И меня всегда удивляло, как одна единственная учительница может справляться с таким количеством маленьких детей, которые пришли из разных семей. При этом в классе у них идеальный порядок, все дети внимательно слушают учительницу и делают то, о чем она их просит. И тогда я поняла, что все дело в организации пространства и времени. Все игрушки, книжки, разные развивашки разложены по местам, и дети знают, куда все это положить после того, как они поиграли. И когда учительница говорит, что сейчас мы будем читать, поэтому пришло время убрать игрушки, то все дети начинают быстренько все раскладывать по своим местам. Также есть определенное расписание и график, под которое все подстраиваются. Поэтому кое-что я взяла себе на заметку. И в нашем доме по максимуму организовала пространство, чтобы детям было удобно. Очень часто перебираю детские игрушки, вещи, канцелярию, избавляюсь от всего старого, так как если этого не делать, то очень быстро можно захламиться. В конце я еще погладила шторы, и вечером Андрей их уже повесил. Сейчас покажу вам реакцию Марка, тот момент, когда он увидел готовую комнату впервые. Больше всего ему понравились футбольные плакаты, которые я заказывала специально для него. Mark? Oh, wow. Wow. Спасибо, мама. Ну как, тебе понравилось? Да. And Mark, look at your brand new self.
Спасибо, мама. Очень мне нравится. Номер 17. Да. Мартин уже шкаф потрошит. Мартин, мама только сложила все. Какой у тебя номер самый любимый? 7. Окей. Mom, I like the soccer ball. No, to nerf, I like 11 more. 11? 11, yeah. How did you make it like a drawing? Yeah, Mom, who made that? Looks cool, right? Mom, who made that? Одна тетя. Yeah, how did she make it look like a drawing? Did they like paint it or? Наверное. Well, I want this. Some cleats and number 11 me. 11 or 7? 11? No, we want 11. Потом Марк принес и расставил свои машины, Андрей повесил шторы, и сейчас я покажу вам, что у нас в конечном итоге получилось. Правда, Андрей еще должен сделать дверь в комнату и раздвижную дверь для шкафа, но в целом комната уже готова. В конце декабря был день рождения у нашего Мартина, ему исполнилось 6 лет. Утром в день рождения мы приготовили завтрак, я запекла горячие бутерброды, сделала фруктовый салат. Также мы с Евой приготовили вот такую елочку со шпинатом и сыром. В идеале для такой елочки нужно слоеное тесто, но Ева сделала из дрожжевого и тоже получилось очень вкусно. Также у нас был салат из свежих овощей и фаршированные яйца. Кстати, как раз с дня рождения Мартина 2 года назад я и начала вести YouTube-канал. Это было наше первое видео, Мартину тогда исполнилось 4 года. Время, конечно, летит просто молниеносно. Мне кажется, что я на ютубе совсем недавно, а прошло уже 2 года. Обычно с утра для именинника я стараюсь приготовить какой-нибудь небольшой тортик, чтобы он мог задуть свечки. Как правило, это торт из вафель или больших панкейков. Но в этот раз я рано утром съездила в местную кофейню, буквально 5 минут от дома, купила вот такие пончики, сложила их друг на друга, и Мартин был очень рад такому необычному тортику. Happy birthday, dear Martin. Happy birthday to you. Oh, the plane
My favorite. Спасибо, Майкл. Oh, it's a heavy one. See, now you can make ice cream. Да! Молоток, наконец-то! Вот, эти! Наконец-то! And you can build that. Спасибо. But you have to build this. And you can... Спасибо всем. После того, как именинник открыл свои подарки, мы решили сделать ему сюрприз. Вообще мы очень любим делать сюрпризы, особенно наша Ева. Если я что-то хочу организовать для мальчиков, то она сразу меня просит, чтобы я никому ничего не рассказывала, и тогда мы уже вместе с ней все планируем. В этот раз решили сходить в Леголэнд. Все наши мальчики очень любят конструктор Лего. Мартин только-только начинает самостоятельно собирать какие-то наборы. До этого он все отдавал Адриану, но сейчас смотрю, и у него появляется интерес. Поэтому решили съездить в мир Лего, который находится у нас в Торонто, прямо внутри торгового центра. Сразу при входе находится магазин Лего, в который может зайти любой человек из торгового центра, чтобы купить конструктор. Но дальше уже закрытая зона, развлекательный комплекс, куда попасть можно только по билетам. Ну как сюрприз. Вход на одного человека стоит 27 канадских долларов. Внутри практически все сделано из конструктора Лего, и даже есть целый миниатюрный Торонто. Также внутри много разных интерактивных зон, горки, небольшие аттракционы. Есть кинотеатр, в котором каждые 15 минут показывают короткометражный 4D мультфильм с персонажами Лего. Можно посмотреть 4 разных мультфильма, все они со спецэффектами, иногда дует ветер, летят брызги воды, появляются мыльные пузыри и так далее. В общем, детям всегда очень интересно. Также можно бесконечно строить что-нибудь из Лего, оно у них там разного размера, есть огромные кубики для деток помладше, есть и самые обычные. Также можно самому построить машину и с другими устроить гонку. Сначала наши мальчики сами что-то пытались соорудить, потом Матвей включился, и через какое-то время, смотрю, Андрей тоже уже что-то им там подсказывает. В общем, в конце построили самую быструю машину, и сколько же было радости, когда она побеждала на всех гонках. Это самая быстрая машина. Кто сделал? Папа. Папа сделал. Народа, конечно, в тот день было очень много, но несмотря ни на что, дети остались довольны, и это самое главное.
Потом мы прям в торговом центре пошли на фудкорт, поели и уже поехали домой, так как дома нас еще ждал сладкий стол. Друзья, на сегодня я уже буду заканчивать свое видео. Спасибо, что досмотрели его до конца. Я вас всех крепко обнимаю и очень надеюсь на скорую встречу. Всем пока!